Понимаю, что одна из тем, которая всех здесь собралось так много журналистов, это проблемы проверок НКО. Когда мы получили только первые сообщения об этих проверках, члены Совета решили направить обращение к генеральному прокурору, поскольку это прокурорские проверки. Причем сначала вообще было непонятно, это прокурорские проверки или это проверки каких-то других органов, потому что все приходили в разные места одновременно, представители разных контролирующих органов, и было непонятно вообще, что это такое. Сейчас мы понимаем, что это проверки прокуратуры, и во многих случаях к этим проверкам привлекаются представители других контрольно-надзорных органов, что возможно, с одной стороны, а с другой стороны возникает вопрос, а, собственно говоря, зачем? Вот у нас есть целый ряд документов, которые мы получили из различных регионов, где говорится, это документы прокуратуры, где говорится о том, что эти проверки проводятся с целью установления того, как некоммерческие организации выполняют закон о противодействии экстремистской деятельности. Вполне возможная постановка вопроса. Но спрашивается, а при чем здесь тогда налоговая инспекция или пожарная инспекция или Роспотребнадзор? При чем они здесь? Или есть предположение, что в этой некоммерческой организации изготавливают взрывчатые вещества? Поэтому тогда понятно, тогда почему там пожарный надзор. Но, по-моему, таких оснований для таких подозрений не было. Или проверки санэпидслужбы. Наверное, это тоже вещь полезная, но все это регулируется специальным законодательством. И когда проверка имеет целью установить, не участвует ли организация в экстремистской деятельности, то присутствие при этом представителей санэпидслужбы довольно странно. Если, конечно, только вот не учитывать то, что мне вчера рассказали про одну такую проверку, которая выявила, что у некоммерческой организации не было плана борьбы с крысами. Это, конечно, серьезное упущение, безусловно, но я думаю, что никакого отношения к экстремизму это не имеет, если, конечно, только не предполагать, что крысы использовались в качестве средства бактериологической войны. И Совет, обращаясь к генеральному прокурору, просил его объяснить, что было основанием для проведения этих проверок, во-первых. А во-вторых, мы просили генерального прокурора принять участие в специальном заседании Совета, которое мы планируем уже на самое ближайшее время, для того, чтобы представители Генеральной прокуратуры могли предоставить нам отчет о результатах этих проверок. И при этом мы исходим из тех указаний, которые дал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию в прошлом году. Он говорил о том, что необходимо прекратить ситуацию, когда для проверок важен не результат, а число проверок, так называемая палочная система. И поэтому мы указали в своем обращении, мы процитировали слова президента о том, что необходимо ввести публичную отчетность контрольно-надзорных органах об итогах проверок, а также о затраченных на их проведение финансовых и людских ресурсах, и сразу будет видно, какая проверка чего стоит и вообще нужна ли она была. Это слова президента Путина. И мы, как Совет при президенте, руководствуясь этими указаниями, хотели бы получить соответствующий публичный отчет от прокуратуры, которая организовывала эти проверки. Надеюсь, что такой отчет мы увидим уже в апреле месяце и сможем его обсудить. Вся история началась в 20-х числах февраля, когда Генеральная прокуратура Российской Федерации дала задание прокурорам всех 83 субъектов России провести проверку
деятельности общественных объединений, религиозных объединений и иных некоммерческих организаций, и все это было оформлено в рамках закона о противодействии экстремизму. Хотя в реальности проверки в большинстве случаев совсем не касаются никакой темы экстремизма. Прокуроры приходят во всех регионах России. У нас на данный момент есть сообщения из 25 регионов, примерно сотни некоммерческих организаций, которые заявили о том, что у них проходят проверки. Прежде всего, основной акцент на правозащитных организациях и на экологических организациях. Экологов проверяют прям, по всей территории страны, от Санкт-Петербурга, организации Беллона до Камчатки, где действует представительство Всемирного фонда дикой природы. В Саратовской области проверяют Союз защиты птиц. Вряд ли на противодействие экстремизму тоже, да, вызывает вопросы. Значит, в каждом регионе списки формируются самостоятельно прокуратурой, то есть нет какого-то сводного списка в Генеральной прокуратуре всех организаций. На местном уровне очень много отдано на откуп местным прокурорам. В некоторых маленьких городках, вот, например, мне известно про Новочебоксарск Чувашской республики, прокуратура заявила о том, что она будет проверять все некоммерческие организации, зарегистрированные на территории города. В Санкт-Петербурге прокуратура сначала заявила о том, что она проверит 5000 некоммерческих организаций, при том, что в Петербурге зарегистрировано 25 тысяч НКО. В итоге число снизили до 100. При этом в Новосибирске прокуратура заявила о том, что проверит все 4500 зарегистрированных некоммерческих организаций. Понятно, что за один месяц проверить несколько тысяч организаций в регионе возможно только, скажем так, для галочки, но все эти к заданию Генеральная прокуратура приложила такие таблицы, в которых прокуроры должны отмечать количество выявленных нарушений. Именно поэтому прокуроры и дано прямое указание, чтобы выходили на место в обязательном порядке, и в большинстве случаев прокуроры как раз являлись в офисы некоммерческих организаций и обязательно привлекали специалистов из других ведомств, и мы поэтому видим линейку примерно из 10 различных ведомств, там и ФСБ, и полиция, и Роспотребнадзор, и МЧС и так далее. То есть все приходят и все интересуются, начиная там от закона о персональных данных, заканчивая, как в Петербурге, прокуроры проверяли сопротивление в электрических розетках в офисе. Да? То есть общая задача найти хотя бы какие-то нарушения. Когда прокуроры пришли в офис Союз женщин Дона в Новочеркасске Ростовской области и обнаружили, что организация, оказывается, платит зарплату своим сотрудникам раз в месяц, а не два, как положено по Трудовому кодексу, они обрадовались несказанно, развернулись и ушли, потому что сказали, что у нас есть уже нарушение, нам больше вы не интересны. Да? Это к вопросу о том, что это все проводится якобы в рамках закона о противодействии экстремистской деятельности, что не так. Прежде всего, прокуроров интересует организации, которые занимаются формированием общественного мнения активно, политической деятельностью, хотя для меня очень большие вопросы, что означает политическая деятельность, протестными акциями, публичным, в общем, критикой представителей власти, а также те организации, которые получают иностранное финансирование. Причем это не означает, что в одной организации должно быть и то, потому что в языковые курсы французского языка, в которые пришли в несколько регионах прокурора, да, понятное дело, что никакой политики нет, но очевидно, что есть иностранное французское финансирование, потому что это все делается эти курсы функционируют под эгидой французского правительства. Поэтому то, что мы сейчас имеем, это по несколько десятков организаций в каждом регионе. По некоторым регионам у нас есть прям цифры, сколько их проверяют. Кампания должна закончиться в начале апреля. Я думаю, что на следующей неделе прокуроры должны завершить проверки, дальше готовить какие-то сводные аналитические отчеты, и где-то к концу апреля, как мы рассчитываем, может быть, Генеральная прокуратура соизволит явиться и доложить о том, что же они там все-таки насобирали.